Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната, и сегодня я буду шить декоративную салфетку с объемными цветами. Итак, какие ткани мне понадобятся? Первое, это, конечно, основная ткань, это фон. Фон у меня будет белого цвета, это вот такая вязь тонкая. Затем мне нужны будут сами цветы. Цветы я буду делать вот из такой ткани, это ткань цветом бордо, вот такая тоненькая. Лучше, конечно, использовать вот такие тонкие ткани. Значит, бордовый цвет. А затем у меня будет желтый цвет. Девчонки, вот из головы вылетело, что это за ткань. Сатин, по-моему, или ситец такой. В общем, очень тонкая, она дешевая, эта ткань. Из нее у меня будут сделаны цветы. Дальше мне нужны будут листья. Листья, по идее, надо делать вот тоже из такой тонкой прозрачной ткани. Но у меня ее в наличии нет. Поэтому я буду использовать вот такую вязь зеленого цвета. Посмотрим, как она будет смотреться в деле. И также я решила еще взять для листьев вот такой шифон зеленый. И еще один шифон, но он немножко поплотнее, хотя сама по себе ткань мягкая. В общем, желательно все-таки использовать мягкие ткани. Значит, вот такие ткани я сегодня буду использовать. Основные шаблоны – это две окружности. Большая окружность у меня радиусом 9 сантиметров, диаметром 18 сантиметров. И вторая окружность радиусом 4 сантиметра, диаметром 8 сантиметров. Какое здесь правило? Большая окружность должна быть точно в 2 раза больше, чем маленькая. Иначе те цветы, которые мы будем сегодня делать с вами, не получится. В 2,5 можно, в 3,5 можно. Чем больше будет большая окружность, тем пышнее будет сам по себе цветок. Вот такое здесь правило. Итак, у меня два шаблона. Итак, я приступаю к работе. Работать буду с большим шаблоном. С маленьким шаблоном будем работать позже. Это заготовка для цветка. Мне надо из бордовой ткани вырезать несколько таких заготовок. Так как ткани у меня мало, а шаблон сам по себе большой, цветы у меня будут крупные, то вот сколько получится, столько и сделаю. Либо 3, конечно, либо 5. Из желтой ткани у меня будут цветы меньшего размера. Итак, сейчас мне надо будет вырезать несколько таких заготовок. Девочки, подробно объяснять не буду. Я думаю, что ролик будет всем понятен. Итак, приступаю.
Итак, я полностью закончила аппликацию объемных цветов. Делала это первый раз. И теперь разбор полетов над своей работой. Не то, что разбор полетов, то, что я поняла, делала эту аппликацию. Самое первое, самое главное, что надо использовать тонкие, легкие ткани. Вот из таких жестких тканей, а эта ткань такая более плотная, будет смотреться некрасиво. Лучше использовать марлевку, легкий сатин, также подойдет креп, шелк, атлас. В общем, девочки, что-то такое тонкое, струящее. Тогда цветы смотрятся более нежными. И намного, конечно, это выглядит лучше. Также я сделала 2 дополнительных цветочка. Цветочки просто сделанные в технике йо-йо. Вырезала круг, наметала, стянула и сразу же вот таким образом пришила его к основе. Ну и, конечно, обтягивающие пуговички. И еще такой момент, я говорила в начале ролика, еще раз скажу. Чем больше разница у вас между двумя диаметрами, тем пышнее и больше будет цветок. А чем пышнее и больше цветок, здесь можно поиграть вот с этими складочками. Можно вот так их повернуть, и тогда у вас получится в серединке вот такой вихрь. Это все, что я хотела сказать. Честно говоря, это вообще техника ее мне очень понравилась. Я вообще думаю, у меня такие мысли сделать декоративное панно с такими цветами. Может быть, еще какие-то цветы добавить. И обязательно буду делать из других тканей. Это я делала из того, что у меня есть. Надо мне будет приобрести ткани. Это шелк, шифон. В общем, что-то такое легкое и красивое, струящее. Тогда цветы будут вообще шикарные. Я когда делала эти цветочки, я хотела сюда в серединку там тычинки добавить. В общем, девочки, вариантов масса, техника просто обалденная. Декоративные подушки, декоративное панно, на грелочку можно такие цветочки сделать. В общем, идей масса. Салфетку я доделаю в следующем своем ролике, потому что я немножко, девочки, тут задумалась. У меня есть вот такие бабочки. Очень хочется мне их сюда, эти бабочки, сделать. Но я думаю, как бы не перегрузить композицию. И поэтому немножко задумалась. Возможно, сюда еще третью бабочку надо. А может быть, вообще без бабочек. А может быть, одну бабочку. Поэтому прошу вашего совета. Напишите мне в комментариях, нужны здесь бабочки или нет. Я обязательно прочту ваши комментарии и приму к сведению. Потому что, честно говоря, здесь у меня такая загвоздка. Буду делать обратную сторону, буду делать окантовку. Ну и все, конечно, в другом ролике, чтобы не перегружать этот ролик. Долгие ролики никто не смотрит. В общем, девчонки, так-то техника, честно говоря, мне очень-очень понравилась. Возьму ее на вооружение, возьму к сведению. Легкая, простая техника. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам счастья, здоровья. Подписывайтесь в мои группы, подписывайтесь на мои каналы. Жду вас у себя в гостях. И всегда гостям я рада. Ну что хочу сказать. До встречи в следующем моем ролике. Да, и не забываем, я жду от вас совет по поводу бабочки. Пока-пока.